Всем привет! С вами Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же добавит вам седины? Такой довольно интересный, необычный расклад сегодня будет. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Так, ну что же за ностальгия, ребятушки, что за грусть, печаль, тоска? Не забываем, что это общий расклад. Смотрите, здесь у некоторых может проиграться все-таки назад в прошлое. Вот история именно назад в прошлое. Вы не можете отпустить свою прежнюю ситуацию. С чем это связано? Связано с любовью, с женщиной, с чувствами. То есть это может быть ситуация, когда, допустим, вы разошлись с человеком, да, вот либо же это какой-то грандиозный скандал, у кого-то может проиграться, что вы разъехались, но вы все никак не можете забыть эту женщину. Вроде бы разошлись уже как в море корабли, но ностальгия никуда не девается, чувства и вот эта вот тяга в прошлое к женщине никуда не девается. У других же из вас может проиграться, ну, не очень-то и такая позитивная ситуация, только с другой стороны. Здесь немного в другом ключе, да, здесь тяги в прошлое нет. Опять же, да, почему я говорю разные варианты, потому что общий расклад. У тех из вас, у кого как бы уже все, поставлен жирный крест на прошлом, у кого жирная точка поставлена, у вас, ну, упадническое настроение. Вот нет то, ради чего можно двигаться дальше. У кого-то может проигрываться, что вы периодически в рюмку чая заглядываете. Кстати, это тоже уже не раз у нас сигнификации выпадало. Но это та ситуация, когда просто хочется забыться. Но вы же понимаете, с помощью рюмки не решается никакая проблема. Да, это можно, ну так, отрешиться на какой-то период, и то вы себе больше вреда организму сделаете, чем какой-то пользы. Воспоминания с помощью вот этой вашей рюмки чая, они абсолютно никуда не денутся. Ну да, на какой-то момент, если так, до поросячьего визга напиться, то, конечно, тогда можно там на денек-другой забыться. Но, в принципе, это не то направление, если среди вас есть такие, да, потому что я вижу, что либо же сейчас вот у кого-то такая ситуация, опять же, делаю акцент на том, что если недавний развод был, то вы можете сейчас в таком настроении быть. Либо же это уже у кого-то пройденный этап, да, вот в обнимку с бутылкой, в обнимку с рюмкой. Но, слава богу, вы не скатитесь, вот вы не скатитесь ниже плинтуса. Я думаю, среди вас нет таких больших любителей рюмок. Ну так, по праздникам, в компаниях, да, это как бы такое обычное желание многих людей, да, хотя очень много непьющих людей. Я вообще противник этого всего, да. Я вообще немножко люблю более другие, такие, ну, это даже не вредная привычка, это приятная привычка, да, назовем. Ну, интересно, давайте вот сделаем опрос сейчас, да, вот мне такая мысль пришла. Вот какая же это у меня такая приятная привычка, да, вот что же я такое люблю? Я думаю, вы с легкостью догадаетесь, судя по моим раскладам. Ну, поехали дальше, да? Итак, есть ситуация отвержения. О чем я сейчас говорю, что я имею в виду, поясняю. Среди вас есть люди, которые не могут смириться до сих пор с той ситуацией, которая сейчас происходит, ну, либо же недавно вот происходила в вашей жизни, да, вот от которой вы не можете до сих пор прийти в себя. С чем это связано? От чего вы... Ну, опять любовь. Вы не можете принять ситуацию развода, разрыва. Причем, даже если это у вас давно произошло, все вот эти ваши конфликты, разрывы, разводы, если уже прошел довольно такой большой срок, вы все равно не можете смириться. Я скажу, что вы, ну, как-то, вот знаете, ну, вы особо не активничаете в жизни. Вот вы не активничаете, как будто вот вы поставили свою жизнь
ну вот на какой-то, я не знаю, на якорь, да, вот как корабли стоят на якоре, как будто вот остановилась какая-то движуха в вашей жизни. Не хочется никуда стремиться, не хочется расти по карьерной лестнице, не хочется особо, ну, я не знаю, там, зарабатывать, допустим, не хочется вообще ничего делать в жизни, нет мотивации. Напишите в комментариях, есть у вас такие моменты и что вы думаете вообще по этому поводу. Хотя, в принципе, я вам скажу, что деньги у вас есть. Да, у вас хватает на ваши какие-то житье-бытие, но нет того, знаете, вот того запала, того азарта, который у вас был раньше, когда хотелось сворачивать горы, когда хотелось куда-то мчаться, что-то делать, движуха постоянная. Вот довольно скучная жизнь. Вот хочется сказать, вот если так в целом взять, да, ну, скучная жизнь, нет каких-то таких ярких событий. Вы снова посмотрите, что у нас творится, вы снова выпадаете императором. Император заскучал. Император заскучал, потому что вот эта вот трясина, ваши переживания, они вас все больше засасывают. И опять же я вам скажу, что вам бы следовало по жизни обращать внимание на вашу интуицию, на ваши способности. Причем эти способности, я сейчас уточню, они у вас передались по наследству. Среди вас есть такие люди, которые, возможно, там мамы, бабушки, да, вот кто-то по вашей линии, по, ну, ваши родственники, да, вот именно по такой кровной линии, кто-то занимался эзотерикой, может быть, целительством занимался. Поэтому присмотритесь к себе, я думаю, вы много чего узнаете, много чего можете открыть в себе. Далее. Ну, сказать, что вы человек, который полагается на судьбу, я не могу на 100%, потому что, ну, как-то вы вроде бы и верите в судьбу, а с другой стороны вы считаете, ну, все равно как-то нужно что-то делать, чтобы какие-то перемены были, да. То есть у вас такое вот двоякое какое-то мнение по поводу отношения к судьбе, да, вот вы не будете кардинально вот полагаться вот на то, как карта ляжет. Вы все равно по жизни стараетесь тоже действовать, потому что считаете, что человек в каком-то смысле сам делает свою судьбу. То есть такое вот раздвоение в этом плане. Напишите, кстати, в комментариях, есть ли у вас вот какое-то мнение, да, вот именно в отношении того, есть судьба, вот или же нет. Вот как вы считаете, да, вот как вы считаете, сам человек делает судьбу своими руками, либо же вот, ну, вот случилось, так и случилось, значит, так суждено. Напишите, очень интересно почитать. Ну, что я вам скажу по личной жизни? Ну, личная жизнь у вас абсолютно, вот как я сказала, вот якорь у вас во всем. Не хочется двигаться, нет какого-то азарта, стимула, запала. Есть разочарование в жизни, есть разочарование в женщинах, есть, ну, такое довольно депрессивное настроение. Опять же, повторюсь еще раз, у кого-то сейчас такие эмоции, да, вот превалируют, у кого-то это было еще, может быть, недавно, но уже начинаете потихонечку приходить в себя. Итак, давайте-ка будем смотреть, кто же пришел к нам на расклад, да, и кто же добавит вам седины. Мне прям самое интересно, что же это за женщина такая, что же она будет творить. А может, это мужчина, да, вот это будет трэш. Ну, это женщина, которая была в вашей жизни, с которой была любовь. Вот любовь была, причем, ну, такая по самое не могу. Любили искренне, любили всей душой. Причем вам казалось, что любовь это взаимно. Но, к сожалению, человек вами всего лишь манипулировал. В этих отношениях с этой женщиной, да, вы сейчас, я думаю, много чего нашли в себе, ну, как нашли много каких-то таких моментов, на которые вам раньше нужно было обратить внимание. Но только сейчас вы поняли, где вы ошибались. Вы только сейчас поняли, что, допустим, вы ее избаловали, да? Но нужно было об этом раньше думать и обратить раньше на это внимание. Вы только сейчас поняли, что в этих отношениях, ну, скорее, больше любили вы, да? А там была, с ее стороны, это была иллюзия любви, здесь были чисто манипуляции.
Что за манипуляции? Зачем? Ради чего? Ради кого? Ради денег, ради красивой жизни. Вот чисто ради денег. Понимаете, эта дама, которая вот пришла к нам на расклад, она довольно скандальная. У вас было очень много с ней конфликтов, причем эти конфликты были высосаны из пальца. Эта женщина, вот я сейчас просто смотрю вот на карты, да, вот, хотя это уточняющие, казалось бы, карты, но они много о чем нам говорят. Эта женщина могла провоцировать скандалы. Вот, допустим, ей нужно что-то от вас добиться, либо же наоборот, чтобы что-то не делать, да, она провоцировала скандал. Ну вот, к примеру, да, как женщины поступают, да, я сейчас такой самый простой и распространенный пример приведу, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Женщины иногда провоцируют мужчин, да, вот выводят на скандал какими-то элементарными придирками, ну, вплоть до того, не так сел, не так встал, не так сказал, для того, чтобы куда-то сходить, да. Может быть, она хотела с подружками куда-то сходить, а вы ее не пускали. Часто очень женщины прибегают к таким манипуляциям, чтобы не спать с мужчинами. Это вообще распространенная манипуляция. И я вам скажу, что это величайшая ошибка женщин. Я сейчас почему так говорю, потому что, ну, я смотрю, все больше женщин подписывается на мой канал. То есть, ну, мужчин, конечно, намного больше, но женщин так потихоньку добавляется тоже. Поэтому, девочки, если вы меня смотрите, да, я вот сейчас именно к женщинам обращаюсь, никогда не вытворяйте вот такие финты, как наказывать мужчину интимом. Ну, дабы потом не кусать локти, потому что он вдруг внезапно начал смотреть налево, потому что мужчина тоже не железный. Один будет неделю терпеть, второй месяц, кто-то полгода потерпит, а потом помашет ручкой, либо же начнет бегать к соседке, как минимум. Поэтому никогда не наказывайте мужчину интимом и старайтесь все-таки, ну, свою как бы сексуальную энергию воплощать в паре, да, вот с вашим мужем, не куда-то налево ходить. Потому что если вы будете мужчине отказывать в интиме, да, ну как бы супружеский долг, он и в Африке долг, то вы же понимаете, что это плачевно закончится. Плюс еще я вам скажу, что вот эта женщина, вот, которая у вас вот была, она была очень хорошая актриса. И помимо вот этого супружеского долга, которым она могла у вас манипулировать, кстати, напишите тоже этот момент, у нас вот такой, чтобы диалог получился. Вот мне очень нравится, когда вы пишете много комментариев, и когда вот я и вашу точку зрения понимаю, да, и в то же время я, ну, такой как маленький соцопрос делаю, чтобы знать вот, чем дышат, да, современные мужчины. Хотя, в принципе, я знаю более-менее это все, но все-таки хочется вашу точку зрения иметь по разным вопросам. Поэтому вот напишите, были у вас такие вот манипуляции интимом, да, вот. Поэтому вот дама такая была, помимо интима, очень хорошая актриса, да. Актриса именно... Не только с вами вот она была, она со всеми такой была манипуляторшей. Я не могу сказать, что она внешне была такая крокодилом, но была довольно неплохая внешне. Вернее, она сейчас такая, да, мы так говорим, как будто она уже где-то там далеко и глубоко, да. Нет, мы сейчас говорим как раз о женщине, которая живет и здравствует, да, она может неплохо выглядеть, она может быть с неплохой фигурой, да, ну, то есть, но вот эти актерские чувства, вернее, даже это не чувства, а способности, да, они до сих пор остались очень жестко и плотно с ней. Она абсолютно не поменялась. Вот я сейчас это говорю для тех, кто пытается... может быть, что-то делать, да, чтобы вернуть. Кто надеется вот на прошлое, как я сказала в начале, ну, не эфира, а в начале видео. Поэтому даже я не знаю, знаете, вот сказать, что здесь есть за кем жалеть, кому стремиться, абсолютно нельзя. Человек каким был, таким и остался. Поэтому давайте смотреть, чем же она добавит вам еще седины, что же она такое будет вытворять, что еще седых волосков она вам добавит. Казалось бы, вы на расстоянии, и
вы не очень так плотно, даже если и общаетесь. Так, смотрите, ну здесь опять же, здесь будет ее проявление. Причем довольно интересно бывает, да, вот когда вы мне периодически пишете, что вот неожиданно, внезапно, да, спустя много времени объявилась бывшая. Ну, то есть, видите, в раскладах все равно что-то дорезонирует, хоть это и общий расклад, да, поэтому обращайте внимание и будьте бдительны. Предупрежден, значит вооружен. Смотрите, здесь проигрывается ситуация какая? У кого есть дети? Здесь манипуляция через детей. Давайте посмотрим, какая именно. Здесь может быть жесткий запрет видеться с детьми. Это будет либо же специально спровоцированная какая-то ситуация. Ну, допустим, ну, я к примеру сейчас говорю, да, утрирую. Допустим, вы взяли себе ребенка, да, там на выходные. Провели время, да. И тут вам звонит бывшая, да, там через день, ну, не через день, а пусть в тот же день, и говорит, вот он пришел там с ободранными коленками, либо же у него отравление у ребенка, да, чем ты его накормил и так далее. Ну, то есть, да, я такой банальный пример привожу. Понятно, что ситуация может быть разная. То есть, могут быть вот манипуляции через ребенка, что вот ты его отравил, да, ты его непонятно чем накормил, больше ты его не увидишь, да, ты такой сякой. Ну, то есть, все что угодно может подстроить. Здесь четко проигрывается вот запрет видеться с ребенком. Причем запрет может быть очень жесткий, не просто видеться, а здесь может быть запрет даже общения, там, либо же переписок по телефону, вплоть до того, что могут поменяться сим-карты у ребенка, да, то есть совершенно новый номер. Поэтому как-то вот будьте бдительны, у кого могут быть такие моменты. Может быть, общие знакомые есть, да, даже если вот она, допустим, поменяет номер телефона у ребенка, то я думаю, вы там через каких-то общих знакомых, бабушек, дедушек, родственников, может быть, и раздобудете номер на первое время. Поэтому это первый момент. Далее, что еще она такое может учудить? Смотрите, здесь проигрывается ситуация. Не могу тебя забыть. Вот не могу тебя забыть. Люблю по самое не могу. Здесь может быть появление бывшей с тем, что давай попробуем вернуть. Мне кроме тебя никто не нужен. Да, вот в таком ключе. Понятно, что это будет чистой воды манипуляция. С чем это связано? Для чего? Хотя, в принципе, это и так понятно. Ну, деньги, понятно. Деньги, потому что у нее рушится, у нее трэш. У нее трэш вообще в жизни. У нее рушатся деньги, у нее добыча рушится, понимаете? У нее рушатся доходы, жезлов рядом нет. Доходы, ну, такие, серединка на половинку, красивой жизни точно не будет на такие доходы. Поэтому, смотрите, ребят, предупреждаю, если бывшая проявится с такой безумной любовью, будет чуть ли там не на коленях валяться, ну, хотя она на колени не упадет, потому что корона упадет, да? Ну, то есть, если она будет какие-то такие поползновения делать в вашу сторону, что давай попробуем, давай заново, люблю, не могу и все такое. Очень сильно фильтруйте и очень сильно присматривайтесь, вот даже проверяйте. Вот даже проверяйте в таком смысле. Смотрите, сейчас я вам скажу вот такую маленькую хитрость, хотя это, в общем-то, и не хитрость, но это такая ситуация, которая реально требует проверки женщины. Вот просто, вот если она к вам придет, да, там давай вернем, тра-та-та, все такое, да, вот эти все бабушкины сказки, вы просто ей как-то в разговоре дайте понять, что у вас финансовые проблемы. Ну вот нет у вас денег, да? То есть вы даете ей понять, что вы не сможете там дать ей ту красивую жизнь, которой она была, да, вот скажите, что там что-то там произошло, да. Ну, я думаю, вы мальчики умные, вы придумаете, что. И вы посмотрите, пройдет ее любовь, не пройдет, ну, то есть прощупайте это все со всех сторон, дабы не попасться в эти сети. Потому что, смотрите, если вы, почему я говорю, чтобы не добавить вам седины, если вы
поведетесь на ее вот эти вот уловки, да, вы начнете с ней снова жить, она пустится, ну, чуть попозже, да, она пустится во все тяжкие. Вот если только вы сходитесь, я вас предупреждаю, ребят, очень серьезная тема. Пустится во все тяжкие. Помимо того, что начнет транжирить ваши деньги, начнет опять ходить направо-налево. Спустя там какое-то немножко время, плюс-минус, да, начнет снова унижать вас, грубить, хамить и так далее. То есть это такое, знаете, вот, ну, назад в прошлое. Ну, спрашивается, оно вам надо? Поэтому вы добавите себе не только седины, а убитые нервные клетки, вы добавите себе болячек, вы себе добавите стрессов и так далее. И все отсюда вытекающие последствия. Поэтому очень внимательно будьте, если бывшая начнет к вам подбивать клинья. Причем еще, смотрите, чуть не забыла самое главное сказать. Ваш любимый момент такой. Ну, поскольку она такая большая любительница прыгать по жезлам, да, но она вообще большая любительница интима, она огненная, страстная, да, ну, только с вами она как-то в последнее время особо страстной не была, к сожалению, да. Смотрите, здесь может еще быть подкат именно через интим. Будьте бдительны, чтобы она как-то вас, ну так, под шофе не охмурила, дабы потом не проснуться утром, да, и не быть в ужасе. Поэтому еще такой момент. Я вас предостерегла, надеюсь, вы меня услышали, да, потому что у всех проиграется по-разному. Может быть, у кого-то случится чудо и реально бывшая прозрела, но это, я не знаю, это, наверное, 1% будет. Пока я такого не вижу, чтобы она искренне прозрела. Скорее здесь наоборот, обман и манипуляции идут. Поэтому, ребятушки, вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!